Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 121 интересный факт о Казахстане, который мало кому известен. Из этого видео вы узнаете следующее. Как называется дикая прародительница всех современных сортовых яблонь и существует ли она до сих пор? Что Казахская республика потеряла, пока была в составе СССР, и теперь старается вернуть? Почему в Казахстане так много майнеров, что он занимает третье место в мировом майнинге криптовалют? Почему жители Казахстана – настоящие рекордсмены по умению выживать в экстремальных условиях? Какие тайны скрывает в своих водах озеро Балхаш и почему оно единственное в своем роде? Как не получить штраф, так сказать, на пустом месте, если ваш автомобиль остановил полицейский? Какие два здания шатровой и сферической формы самые крупные в мире? Какое строение Казахстана занесено в Книгу рекордов Гиннесса? Какой скандал разразился из-за конкурса на рисунок нового символа казахстанской валюты? Как в Астане и Алматы благодаря велошерингу можно бесконечно ездить, не заплатив абсолютно ничего? Почему в Казахстане самым популярным видом спорта для детей уже многие десятилетия остается бокс? Как в Казахстане гарантированно найти работу или продвинуться по карьерной лестнице? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Среди наших зрителей много жителей Казахстана, и в этом видео мы хотим рассказать несколько интересных фактов об этой замечательной стране, которые мало кому известны. Убеждены, даже казахстанцы могут не знать некоторые факты из этого ролика. Будем рады, если в комментариях вы поделитесь еще фактами о Казахстане, которые вам известны, но мы не озвучили в своем видео. 1. Казахстан – родина яблок. Сейчас в мире более 10 тысяч сортов яблок разного цвета и вкуса. Но их не всегда было так много, новые виды выводили по мере развития сельского хозяйства. И прародителем всех современных сортов стали дикие яблони Сиверса. Живучая и очень крепкая яблоня появилась еще до нашей эры, а растет и дает плоды до сих пор, а росла эта яблоня в предгорьях Казахстана. Это позволяет считать Казахстан родиной всех яблок, самого популярного фрукта в мире. Именно с казахской земли яблоки распространились по Европе и попали на столы к разным народам мира. А потом садоводы и ученые взялись за выведение новых сортов на основе диких плодов. Сейчас на территории Казахстана растет несколько современных видов яблок, в том числе и национальный сорт алматинский апорт. Яблоко стало одним из символов страны, и в честь него даже назвали крупнейший город Казахстана. Алматы означает «яблоневый», а в слове «Алма-Ата» первая часть «алма» переводится с казахского как «яблоко». В русском языке чаще встречается название Алма-Ата, а у самих казахов город принято называть Алматы. Второй вариант также принят как официальное наименование на картах. 2. Казахи очень любят пить чай. Потребление чая жителями Казахстана одно из самых высоких в мире – 1,2 килограмма в год на человека. Для сравнения, в Индии оно составляет лишь 650 граммов на душу населения. Местные жители очень уважают чайную культуру, а застолье, на котором не было чая, считай, прошло зря. Обычно казахи предпочитают крепкий черный чай, его часто разбавляют сливками. Интересная особенность местного чаепития – использовать небольшие пиалы, а не кружки с ручками. Чай никогда не доливают до краев, а наоборот, стараются подать гостю меньше половины напитка. В этом есть особенный секрет. Хозяин постоянно понемногу подливает напиток, чтобы у гостей он всегда был горячим.
А еще в Казахстане придумали специальный местный десерт, который подают к чаю – жент. Это народный вариант выпечки из жареной пшенной муки с медом, творогом и орехами. 3. В Казахстане гостеприимный народ. Народ в Казахстане считает, что гость в доме всегда несет благодать, даже если его визит не был запланирован. Казахи верят, что хозяин дома должен предложить гостю все самое лучшее, а отсутствие угощения, если кто-то приходит, и вовсе грубое нарушение местного этикета. В гости в Казахстане ходят голодными, потому что все знают, обязательно последует приглашение на обед или на ужин. Хозяин будет следить, чтобы у гостя не оставалось пустой тарелки, еду будут подкладывать постоянно. Деликатный способ сообщить о сытости и поблагодарить хозяина за вкусное угощение – оставить немного еды на тарелке. Иначе по местному этикету гостю могут продолжать предлагать дополнительную порцию. 4. Постоянное опоздание казахов. Задержки здесь случаются постоянно, и вовсе не из-за недостатка организованности. На самом деле свободное отношение к временным рамкам в Казахстане – часть менталитета. Например, семейное торжество может быть назначено на одно время, а начаться на 2 часа позже. И такое опоздание никого не смутит. Дело в том, что предками современных казахов были кочевники, представление о времени у которых оставалось туманным. Часами никто не пользовался, а ориентировался на внутренние ощущения. Привычка не воспринимать время как ценность остается в подсознании казахов до сих пор, что отличает их, например, от многих европейских народов. Конечно, данная особенность менталитетов не работает в аэропорту, но везде, где актуален человеческий фактор, там казахи не спешат. А если спешат, то все равно опаздывают. 5. Киргиз-кайсаки. Казахи и киргизы – родственные, но разные народы. И народ киргизов гораздо старше, о нем упоминали еще в III веке до нашей эры. Казахи же куда более молодая народность, а первое упоминание о них датируется только XV веком. Сейчас за основу казахской истории принято считать отделение 2 султанов от узбекского государства, образовавшегося после Золотой Орды. Правители ушли в степи на территорию нынешнего Казахстана и решили основать там независимое поселение под своей властью. Султаны назвали себя и своих подданных казаками, позаимствовав бравое определение из тюркского языка. Новый народ рос и развивался, в то время как Российская империя расширяла свои границы. В XVIII веке она подступила и к месту, где поселились новые казаки. Чтобы отличить их от тюркских казаков, русские назвали степной народ киргиз-кайсаками. На киргизов казаки были очень похожи, а кайсак означало «казак» на местном наречии. Термин «казах» же появился только в XX веке. Его ввели чисто юридически в СССР, чтобы отличать поселение казаков от Казахской республики. 6. Первые приручили и одомашнили лошадей. В истории официально существует 2 версии происхождения домашней лошади, и одна из них напрямую связана с казахским народом. Согласно ей, в период с 3700 по 3000 годы до нашей эры лошадей приручила батайская культура. Она проживала на территории, где теперь находится Казахстан, в северной ее части. Исследования ДНК показали, что именно от батайских лошадей произошла лошадь Пржевальского. 7. Астана – одна из самых молодых и холодных столиц мира. В настоящее время столица Казахстана называется Астана. Это название городу вернули в 2022 году. В разные периоды у города был целый ряд наименований. Нур-Султан в 2019-2022 годах, Акмола в 1992-1998 годах, Целиноград в 1961-1992 годах, Акмолинск в 1832-1961 годах. Ишим до 1832 года. Последние переименования из Астаны в Нур-Султан и обратно стали резонансными, так как были связаны с политическими причинами и происходили очень резко.
а статус столицы Астана получила только в 1997 году. Это одна из самых молодых столиц мира, третье место после Нейпьидо, Мьянма, получил статус в 2005 году. Ингерулмуд, Палау, столица с 2006 года. Астана имеет резко континентальный климат. Зимой температура здесь опускается до минус 40 градусов Цельсия, известные случаи заморозков до минус 50 градусов Цельсия. А даже в самые жаркие летние месяцы температура редко поднимается выше плюс 20 градусов Цельсия, поэтому Астана – одна из не только самых молодых, но и самых холодных столиц мира. 8. Казахстан – родина тюльпанов. Ошибкой будет считать, что тюльпаны были выведены в Голландии. На самом деле, это изначально дикие цветы из Азии, которые за много веков успешно адаптировались к природным условиям, а потом попали в Европу. Сейчас мировой центр селекции и торговли тюльпанами действительно находится в Нидерландах, но исторически тюльпаны впервые появились на землях будущего Казахстана. Первые тюльпаны появились еще более 10 миллионов лет назад. Они росли на пустынных землях и за время эволюции распространялись по Азии, а к XI веку местные народы начали их культивирование. К средневековью тюльпаны стоили очень дорого, и их луковицы завозили в Европу для самых богатых людей того времени. Сейчас на территории Казахстана остались некоторые сорта диких тюльпанов, в том числе эндемики, которые нигде в мире больше не встретишь. В главном ботаническом саду страны находится в Алматы, есть отдельная зона, посвященная тюльпанам, где можно увидеть 13 самых редких видов этих цветов. 9. Родословная до 7-го колена. Уважение к семье и старшим – важная часть казахской культуры. Но необходимость знать своих предков связана не только с этим. Это важный генетический аспект, ведь казахи долгое время жили обособленным народом, которому необходимо было грамотно подходить к вопросам брака и деторождения. Еще в 15 веке одним из казахских лекарей были четко указаны рекомендации, согласно которым нежелательно вступать в брак с человеком, близким по роду, подразумевались родственники до 7-го колена. Тогда был принят закон, который требовалось соблюдать при выборе жениха или невесты. Сейчас закона о браках с родственниками до 7-го колена официально нет, но формально его все еще соблюдают. Детям рассказывают о предках, и они действительно учат их наизусть. И из чувства уважения к роду, и с прицелом на будущий брак. На начальной стадии отношений молодые казахи могут спрашивать друг у друга, из какого ты рода, а узнать имена предков. Поколение за поколением можно из историографии Шижире. 10. Саукели – один из главных предметов одежды невесты. На наряды невест в Казахстане точно не скупятся. Традиционный головной убор новобрачной достигает 70 сантиметров. Саукели имеет конусообразную форму и множество драгоценных украшений, а наверху всегда крепили пучок с перьями филина. Все казахские невесты носили саукели до 19 века, сейчас же этот головной убор не обязателен, но его часто используют на традиционных свадьбах. 11. Традиции Казахстана. Национальные особенности казахи ценят гораздо больше, чем, например, время. Большое внимание традициям стали уделять в 21 веке, и в Казахстане к ним относятся очень серьезно. Это связано с историческими особенностями развития страны. Почти весь 20 век ее не существовало вовсе, а Казахская республика оставалась в составе СССР. Считается, что в советский период многие традиции были забыты, теперь же о них настало время вспомнить. Такой курс на возрождение национальных особенностей в Казахстане принят официально. О нем говорит правительство и президент в своих докладах. Распространение казахской культуры регулируется законом, но это не значит, что жители страны отказываются от того наследия, которое осталось от советского периода ее истории. Многие продолжают говорить на русском языке или сохранять бытовые привычки, характерные для бывшего СССР. 12.
Почет и уважение старших. В казахских семьях старшие родственники – такое же сокровище, как и дети. Уважение к старшему поколению заложено у казахов на подсознательном уровне. Заметить его проявление можно в важных правилах местного этикета, например, человеку младше нельзя окликать старшего по имени, можно только подойти к нему самому. Также при застолье самый младший гость обязательно встает, приветствуя самого старшего, и провожает до его места, а сам садится только после разрешения вошедшего. 13. Казахи любят демонстрировать свое благосостояние. Богатый казах – это уже настоящий мем. Впрочем, в нем нет ничего плохого, ведь в Казахстане действительно много выдающихся бизнесменов, которые не стесняются своих достижений. Казахи охотно рассказывают о своих успехах, ценят дорогие вещи и премиальный статус, показывают свое материальное положение и не скупятся на щедрые жесты. На свадьбу пригласили родственника казаха? Не стоит удивляться, если он явится в самых люксовых брендах и возьмет на себя все расходы за праздник. 14. Дизайнер из Казахстана. Бренд Soul of Nomad казахского дизайнера Назима Полташева получил признание во всем мире за высокое качество и особенную идею. Название бренда переводится как «дух кочевника» и напрямую отсылает к истории казахского народа. Soul of Nomad производит джинсы, чемоданы, сумки и аксессуары для мужчин. Сейчас запущена и женская линейка, а изделия бренда носят многие известные люди – Илон Маск, Кензи Ямамото и другие. Soul of Nomad базируется в Калифорнии и считается премиальным повседневным брендом для современных путешественников и бизнесменов. 15. Тимур Бекмамбетов, режиссер из Казахстана. Один из выдающихся деятелей мировой современной культуры Тимур Бекмамбетов. Он родился в Казахстане, успел поработать в Узбекистане и Таджикистане, начать карьеру кинорежиссера и получить признание в Голливуде. Именно он снял известную сагу «Ночной дозор» и «Дневной дозор» и «Первые елки». Уже с 2005 года Тимур Бекмамбетов работает над голливудскими фильмами мирового уровня. Среди самых известных его работ на английском языке – боевик «Особо опасен», детектив-профиль и фантастический триллер «Президент Линкольн. Охотник на вампиров». Сейчас режиссер работает над фильмом «Моторный город» с Аланом Ричсоном. Бекмамбетов реанимировал проект, который пытались реализовать еще в 2010-х годах. Также режиссер ведет работу над научно-фантастическим фильмом «Милосердие», в котором главные роли исполнят всемирно известные актеры Крис Претт, Стражи Галактики, и Ребекка Фергюсон, Дюна. 16. Казахстан входит в число стран с самыми низкими ценами на бензин. Казахстан входит в топ-10 стран с самой низкой ценой на бензин. При этом как минимум половина топлива импортируется из России. Но цена в стране значительно меньше из-за меньшей стоимости акцизов и НДС. 17. Казахстан занимает третье место в мировом майнинге криптовалют. В 2021 году Китай запретил добычу криптовалюты, и все майнеры перебрались в близлежащие страны, в том числе и Казахстан. Там их привлекли низкие тарифы на энергию и лояльное законодательство. Но из-за возросшей нагрузки на электросети власти страны с 2022 года ввели налог на майнинг. Теперь нужно будет дополнительно платить по 1 тенге за киловатт в час. 18. Казахстан – родина многих известных людей. Многие люди, которые известны в России и по всему миру, родились в Казахстане. Например, актер и народный артист СССР Олег Янковский, режиссер Тимур Бекмамбетов, стилист и дизайнер Сергей Зверев, телеведущая и актриса Лера Кудрявцева и даже Владимир Жириновский. Еще в Казахстане родились рэп-исполнители Джакалип и Скриптонит, а также стендап-комики Нурлан Сабуров и Евгений Чеботков. 19. Те самые мочалки из детства. Казахстан – мировой лидер по экспорту такого банного атрибута, как мочалка. Особенно активно их закупают Россия и страны Европы.
Тем, кто застал советские годы, такая мочалка хорошо известна, она висела практически в каждой ванной. Знаменитые казахские мочалки делают из плодов растения лианы люфа, похожих на длинные толстые огурцы. Плоды высушивают, и получается мочалка. 20. Сверхвысотный каток. В Казахстане располагается самый большой на нашей планете высокогорный каток – Медиу. Он построен на территории спортивного комплекса на высоте 1691 метра над уровнем моря, на северном склоне Заилийского хребта. Поскольку в этой местности высокий риск землетрясений, стадион и трибуны изготовлены из бетона. 21. Жители-экстремалы. Казахстан – страна с максимально широким перепадом температур. Ее жители – настоящие рекордсмены по умению выживать в экстремальных условиях. Перепады в некоторых городах Казахстана могут составлять 100 градусов. Наибольший разброс температур в Атбасаре, где столбик термометра может опускаться до минус 57 зимой и подниматься до плюс 42 летом. 3 наинизших атмосферных максимума в стране были зафиксированы в городах Атбасар – минус 57, Петропавловск – минус 53, Астана, бывший Целиноград, минус 52. Наивысшие показатели в Чирекрабате, Кызылкуме и Ака-Кудуке, Устюрте, плюс 47. 22. Говорящий слон, который мог и послать. В Казахстане жил первый в мире, так сказать, говорящий слон. В 1977 году в зоопарке Караганды выращенный в неволе индийский слоненок Батыр со временем начал подражать звукам и человеческой речи. Чтобы получить желаемое от персонала зоопарка, он мог произносить отдельные слова и фразы. В его лексиконе были слова «батыр», «хороший», «воды», «дурак» и так далее. Слон даже научился нецензурному слову из 3 букв. 23. Поезд-рекордсмен. В 1986 году в Казахстане был установлен мировой рекорд в области ЖД по длине и весу поезда. 20 февраля по Целинной железной дороге прошел груженный углем железнодорожный состав длиной 6,5 километров и общим весом 43,4 тысячи тонн. Поезд состоял из 440 вагонов. Этот мировой рекорд продержался больше 3 лет. Кстати, суперпоезд сделали, чтобы доказать Западу, что СССР не отстает от него в области применения сверхтяжелых железнодорожных составов. 24. Какие тайны скрывает в своих водах озеро Балхаш и почему оно единственное в своем роде? Наша планета Земля просто изобилует уникальными местами. Одним из таких чудес можно назвать озеро Балхаш. Трудно представить, что в этом водоеме одновременно существует соленая и пресная вода, а также различная минерализация. Но это не единственная его загадка. В озере есть уникальная экосистема, где водоросли и бактерии контролируют уровень соли в воде. Это не дает водоему засохнуть вот уже несколько десятков тысяч лет. На Балхаше много удивительного, поэтому местные считают эти земли домом, где раньше жили божества. Только так можно все объяснить. Где расположено озеро и как выглядит? Этот уникальный водоем находится в Казахстане, а точнее в его юго-восточной части. Это озеро входит в 20-ку самых крупных водоемов в мире, напоминая по форме полумесяц с сужением посередине в виде небольшого полуострова. В западной части находится пресная вода. В восточной – вода с соленым морским вкусом. Благодаря этому разделению соленая и пресная части озера могут совсем немного смешиваться между собой, находясь в одном водоеме. Однако до сих пор остается загадкой, как это на самом деле происходит. Ведь полуостров только частично разделяет Балхаш, давая возможность воде свободно двигаться. Местные жители приписывают этому водоему мистические свойства. А некоторые эксперты уверены, что такой феномен появился из-за аномальной зоны, на которой расположен Балхаш. Интересно, что название озера произошло от слова «балхи», что в переводе с казахского, а также татарского означает «кочки на болоте».
Длина водоема достигает около 600 километров, а вот его глубина совсем небольшая. Она варьируется от 5 до 25 метров. Чтобы понять, много это или мало, стоит сравнить с другими известными озерами. Например, глубина озера Байкал, что в Сибири, в среднем может достигнуть от 700 до 1640 метров. Глубина Ладожского озера, что расположено в Ленинградской области и Карелии, достигает от 40 до 230 метров. Наполняют озеро воды 5 рек, самая крупная из которых Или. Именно благодаря ей озеро получает около 80% притока всех водных ресурсов. Свое начало река Или берет высоко в горах Тянь-Шаня, где находится большая часть ледников. Поэтому колебания воды зависят от таяния ледников, обусловленного сезонностью. Феномен воды, обитатели и проблемы Балхаша сейчас. То, что в озере присутствуют и соленая, и пресная вода, не миф, а реальность. Дело в том, что небольшой полуостров Сарыесик частично разделяет озеро на две части, в каждой из которых сохраняется вода с определенным химическим составом и минерализацией. В западной части находится пресная вода серовато-желтого цвета. В восточной вода имеет насыщенный соленый привкус и изумрудно-голубоватый оттенок, переходящий в прозрачный. Несмотря на особенность озера, флора и фауна его очень разнообразна. Здесь обитает много планктона, ракообразные, моллюски. Около 5 видов рыб являются коренными жителями Балхаша, а более 10 видов были выпущены человеком, и им удалось акклиматизироваться в этих необычных условиях. Здесь можно увидеть балхашского окуня и илийскую синеголовку, судака и леща, змееголова и воблу. Причем размеры этих видов рыб иногда впечатляют. Также густо населены и окрестности озера. Здесь около 100 видов птиц. Например, белые цапли или бакланы. Очень много лебедей и пеликанов. Некоторые из них занесены в Красную книгу и находятся под защитой государства. Кроме того, на озере есть редкие растения, растущие в воде. В последнее время ученые начали говорить о том, что озеро Балхаш может повторить судьбу Аральского моря, которое просто высохло, исчезнув с лица земли. Действительно, проблема нехватки воды, основную часть которой поставляет ему река Или, существует. Также на снижение объема воды в водоеме повлияла деятельность людей. Речь идет о Копчегайском гидроузле, который построили еще в 1970 году. Ухудшение экологии тоже сыграло немалую роль. Легенды озера Балхаш. Говорят, что с озером Балхаш связана старинная легенда, которая передается из поколения в поколение. А ведь согласно оценкам ученых, возраст водоема достигает около 35 тысяч лет. Много столетий назад жил могущественный хан Балхаш. Аллах подарил ему все сокровища мира и даровал силу чародея, но обделил возможностью испытать отцовское счастье. Хан был очень высокомерен и жесток, и не жалел других. Как-то после очередной расправы над непокорившимися бедняками Балхаш увидел маленькую девочку. Ее родители были мертвы, а малышка тянула к палачу ручки и плакала. Что-то сломалось внутри у хана. Он ее забрал и стал растить как собственную дочь. Девушка по имени Или выросла красавицей, окруженная заботой, любовью и роскошью. Пришло время выдавать замуж дочку. Или была влюблена в бедного батрака Каратала, но надежды быть вместе у них не было. Стал искать хан для дочери мужа. Устроили тогда байгу, состязание на лошадях, а самому смелому джигиту должна была достаться богатая невеста. Каратал был лучшим и одержал победу. Но хан не хотел отдавать ему свою дочь. Он нарушил обещание, данное перед Аллахом, и приказал убить победителя. Тогда Каратал похитил девушку и помчался с ней на лошади прочь. Хан Балхаш наслал на них злые чары и разделил влюбленных. Превратил в реки, разводя их в разные стороны. А сам превратился в озеро, падая между этими реками, чтобы они никогда не смогли соединиться.
не могла перенести или такой разлуки с любимым. Тогда начала она просить богиню Тетис о помощи. Та сотворила узкий перешеек, по которому Или могла встречаться с Караталом. За такую услугу девушке пришлось вобрать в себя всю горечь слез разделенных возлюбленных. Так Или стала соленой частью озера, а Каратал – пресной. Неудивительно, что подобные места, которые были полны загадок и мистики, в народе всегда были связаны с легендами и сказаниями. Это был доступный способ объяснить природу всех этих явлений. В реальности же нет никакой связи с чародеем Балхашем и озером. Дело в том, что образование котловины водоема началось еще 3 миллиона лет назад. Со временем произошло и наполнение озера естественным путем. Неожиданные факты об озере Балхаш. Недаром же некоторые люди считают эту территорию не только аномальной зоной, но и местом, где раньше жили сами боги. Наверное, только так можно объяснить такое количество удивительных фактов и загадок озера Балхаш. Интересно, что в этот водоем вода доставляется реками, но ничего из него не вытекает. Видимо, избыток воды просто испаряется с поверхности. Вокруг Балхаша большое количество соли, его окружают солончаки. Казалось бы, что озеро может просто исчезнуть с лица земли. Однако вот уже более 30 тысяч лет вода в нем не пересыхает. Ученые объяснили этот феномен так. Озеро имеет необыкновенную экосистему, которая контролирует баланс минерализации и загрязнения воды. А благодаря активности водорослей и бактерий происходит избавление от лишней соли. В этом случае они работают как биологические фильтры. У озера является целебной не только вода, но и сероводородные грязи. Туристы, которые приезжают сюда отдыхать, просто наносят грязи на тело. Это укрепляет иммунитет, быстро заживляет раны, оказывает бактерицидное действие и усиливает обменные процессы. В этих местах совершенно непривычные климатические условия. Порой кажется, что сезонность сменяется в мгновение ока. Только были цветущие белокрасные поля тюльпанов и подснежников, как перед взором разворачивается полупустыня. Разница температур здесь большая, плюс 40, плюс 50 градусов Цельсия летом и минус 15, минус 20 градусов Цельсия зимой. А еще недалеко от озера Балхаш расположилось место, которое считают святым. Речь идет о природном памятнике пещере Аулия-Ата, к которой стремятся множество паломников. Говорят, что здесь расположен источник целебной воды. Если бесплодная женщина попросит у высших сил помощи и выпьет воды, то она непременно станет мамой. Здесь даже воздух лечит. Он пропитан запахами трав, смородины и шиповника. 25. Таинственная история Биктау-Ата. Пещера Аулия-Ата – один из памятников, расположенных в горной системе Биктау-Ата на стороне Сары-Арки Балхаша. В 60 километрах юго-восточнее города Балхаш находятся священные земли, полные удивительных тайн. С происхождением этих пещер связано множество легенд нашего народа. В некоторых пещерах, даже если они расположены очень высоко, внутри имеется подземный источник. У некоторых пещер очень узкий проход, а другие имеют длинные проходы-коридоры. Эти пещеры казахи издревле считали священными. Таким священным местом считается Аулиетау или пещера Биктау-Ата в Сары-Арке. Казахи издревле приходили и ночевали в этой священной пещере, соблюдали традиции, устоявшиеся с древних времен. Люди приходили за исцелением от недугов, женщины приходили просить у Бога ребенка. Пещера Аулия-Ата – один из памятников, расположенных в системе гор Биктау-Ата на стороне Сары-Арки. В 60 километрах юго-восточнее города Балхаш располагались священные земли, полные удивительных тайн. Здесь расположена масса утесов и ущелий. Легенды гласят, что во время поиска Жирьик, земли обетованной, Асан Кайгы остановил своего жилмая, верблюда, и переночевал здесь. Проснувшись под утро, он обнаружил 2 растущих загадочных тополя. И гору, где выросли 2 тополя, он прозвал Биктау-Ата. В обед он прибыл к подножию другой горы.
Взобравшись на ее вершину, Асан Кайгы стал осматривать округу, все вокруг было видно как на ладони. Эта гора впечатлила Асана Кайгы, и он назвал ее Аулия-Шакы. По словам старожилов, пещеру Бектау-Ата с соленым подземным источником местные жители называли Аулия-Ата. В последнее время сюда стекаются толпы туристов, чтобы воочию увидеть чудо природы. Некоторые приезжают сюда, чтобы просто отдохнуть, подышать чистым, горным воздухом, а другие ищут исцеления от недуга. По народной легенде, в Аулия-Тау жил святой Атабек. Убегая от врагов, он спрятался в пещере. Враги, осмотрев все и не найдя его, ушли обратно. По желанию всемогущего бога внутри пещеры появился прозрачный родник. Утоляя жажду из этого родника, Атабек выжил. С тех пор это место называли Аулия. Возможно, название Аулия-Тау связано с почитанием горы. Много людей приходят к Аулия, преклоняются и ночуют здесь. Его вода может исцелить от многих недугов. Посетители вешают жертвенную вещь Актык-Байлау, режут жертвенную скотину, пьют целебную воду. Особенно часто приходят женщины, которые не могут забеременеть, говорит Назира, пришедшая сюда за исцелением. Если говорить кратко о пещере Аулия-Тау, где когда-то жил святой Атабек, то это место издавна было местом паломничества. У казахов оно считалось священным местом. Пещера Аулия-Тау появилась в результате распада биотитного гранита и стыка аплитных горных пород. Она тянется от юго-востока на северо-запад. Общая протяженность пещеры Аулия-Тау Бектау-Ата 45-48 метров. Вход в пещеру расположен на высоте 80-100 метров от подножия горы. Перед входом имеется ровная площадка длиной 6-7 метров и шириной 4-5 метров. Высота входа в пещеру около 3 метров, ширина – 1,5 метра. Далее ход расширяется до 2-2,5 метров, на протяжении 15 метров дно ровное, почти горизонтальное, затем постепенно понижается. На отметке 29 метров вся ширина пещеры заполнена озером глубиной 1,5 метра. В глубине пещера сужается до 1,5 метров, дно резко повышается и переходит в узкий канал округлого сечения, выходящий выше на поверхность земли. Вода прозрачная, холодная, дно илистое. Уровень воды постоянный. В древности к пещере Бектау-Ата приходили больные, бесплодные женщины, приносили жертву, просили у Бога исполнения своих желаний. Позже это место стало туристическим объектом. 26. Казахстан занимает 9-е место в мире по площади. 27. На территории Казахстана проживает более 120 национальностей. 28. В недрах Казахстана находятся все элементы таблицы Менделеева. 29. У казахстанского тенге 17 степеней защиты. Поэтому тенге в числе самых экипированных валют мира. Это как широко распространенные водяные знаки, защитные нити, прозрачное окно, ультрафиолетовая защита, серийные номера, совмещающиеся изображения, так и совершенно новые, недавно изобретенные способы защиты от подделки. 30. До конца 1998 года город Алматы был столицей Казахстана. Жители новой и старой столицы часто конфликтуют из-за того, чей город лучше и главнее. 31. В Казахстане находится первый и крупнейший в мире космодром Байконур. Именно с него был совершен первый полет человека в космос. Были запущены первый в мире искусственный спутник Земли и искусственные спутники Солнца, Луны и Венеры. 32. Название города Астана с казахского языка переводится как «столица». 33. Большая часть молодежи стремится устроиться на государственную службу. 34. Казахстан объявил свою независимость 16 декабря 1991 года, тем самым став последним государством, которое вышло из состава СССР. 35.
После распада СССР Республике Казахстан достался 4-й в мире по мощности ядерный арсенал. Чуть больше, чем за 15 лет Казахстан сумел полностью избавиться от ядерного наследства. В 1994 году Казахстан продал США оружейный уран, а в апреле 1995 года страна вывезла все ядерное оружие в Россию. 36. Государственный язык казахстанцев – казахский, однако русский также широко распространен и имеет статус официального языка, который используется наравне с государственным. Северные и восточные регионы больше говорят на русском, тогда как западные и южные в основном на казахском. 37. Казахский алфавит – алфавит на основе кириллицы, содержит 42 буквы, 33 буквы русского алфавита и 9 специфических букв казахского языка. В разное время для казахского языка использовались разные системы письменности – арабский, латинский и кириллический алфавит. 38. Казахский язык постоянно дополняется новыми словами. Не так давно придумали новое слово – «галамтор», что в переводе означает «интернет». 39. Реклама, вывески, объявления и другая визуальная информация излагаются на казахском и русском, а при необходимости и на других языках. 40. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев занимал пост 28 лет. 41. В Казахстане запрещены казино и игровые автоматы. Исключения составляют курортные зоны Копчегай и Боровое. 42. Самому старому зданию в Астане 172 года. Старейшим является сегодняшний музей Сакена Сейфуллина. Это здание появилось в городе в 1846 году. 172 года назад был построен одноэтажный дом с подвалом под контору для ведения учета приобретенных товаров. В 20 веке в нем размещался детский сад «Зорька». 20 февраля 1988 года, спустя 30 лет после посмертной реабилитации Сакена Сейфуллина, распоряжением Совета министров Казахской ССР в здании открылся музей. Всего в Астане 9 зданий, построенных больше 100 лет назад. 43. Левый берег Астаны был построен с нуля. В советский период Целиноград заканчивался за 3 мостами, переброшенными через реку Есиль, и на месте новых домов и суперсовременных зданий были дачные массивы. Идея застройки этой части города принадлежит архитектору из Японии Куракаве. В отличие от правого берега, гулять пешком по левому будет сложнее, расстояние там больше, и обойти пешком все, что достойно внимания, будет сложнее. Хотя, посмотреть есть на что. 44. Государство тратит очень большие деньги на формирование положительного внешнего имиджа страны. Особенно после фильма «Борат». 45. Казахстан один из первых на территории бывшего СССР переименовал милицию в полицию. С 2013 года дорожную и патрульную полицию объединили, теперь они универсальные полицейские. 46. Казахстанские полицейские охотно берут взятки. Но с каждым годом это становится все сложнее. Например, с 2015 года полицейские машины оборудованы видеорегистраторами и камерами видеонаблюдения в салоне. А также у инспекторов имеются видеожетоны, которые фиксируют все действия и разговоры. 47. Если ваш автомобиль остановил полицейский, то вам нельзя выходить из машины без указания инспектора. Штраф 9000 тенге – это около 2000 рублей. Также, если вы не выходите из автомобиля по просьбе полицейского, то вас тоже ждет штраф. 48. Казахский язык несложный. Выучив его, можно разговаривать с азербайджанцами, узбеками, киргизами, монголами, турками, в общем, с большой группой соседних тюркских стран. 49. В кулуарах Астану считают масонской столицей 21 века.
Конспирологи утверждают, что город построен по всем канонам масонской архитектуры. На улице можно встретить масонскую символику. 50. Национальная валюта Казахстана – тенге. Кстати, слово «деньги» произошло от этого слова. 51. Современной денежной единицей Казахстана мог стать не тенге. Выбор делался также между названиями Акша, Алтын, Сом. 52. 1 рубль равно 5,3 тенге на 10 февраля 2025 года. 53. Валюту можно обменять в любом банке. Единственное, что у банков курс может отличаться, но не намного. 54. Казахстан является крупнейшей страной в мире, расположенной в Европе и Центральной Азии, которая не имеет выхода к морю. 55. Казахстан очень активно ведет внешнюю политику, но без переусердствований. 56. Казахстанские деньги – одни из красивейших на планете. 3 года подряд они признавались лучшими в мире в 2011, 2012 и 2013 годах купюры номиналом 10 тысяч тенге, 5 тысяч тенге и 1000 тенге соответственно. 57. Шторы в переводе на казахский язык означают перделер. 58. В Казахстане отсутствуют явные межрелигиозные конфликты. Все религии дружат между собой. Например, мусульмане с легкостью купаются в проруби на крещение и красят яйца на Пасху, а православные и иудеи с радостью отмечают Наурыз. 59. Великий шелковый путь проходил через Казахстан. 60. Город Туркестан, центр древней культуры Казахстана, был образован около 1500 лет назад. 61. Казахстанские степи внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 62. В Казахстане заблокирован LiveJournal, а также казахстанским пользователям закрыт доступ к большинству топовых сайтов для взрослых. 63. Алматы – самый густонаселенный город Казахстана. Официально население составляет порядка 1,5 миллиона человек, неофициально далеко за 2 миллиона. 64. Алматинское метро строилось 23 года. 65. Самое старое дерево в Астане растет в Центральном парке города. Это 120-летний черный тополь. 66. Самая длинная в мире непрерывная граница проходит между Казахстаном и Россией. 67. Казахстан является лидером среди стран бывшего СССР по благотворительности. 68. У Казахстана самая мощная армия в Центральной Азии, а на постсоветском пространстве она делит второе место с Белоруссией. 69. Срок службы в казахстанской армии составляет 12 месяцев. 70. Казахстан отличается стабильностью внутриполитической обстановки и межнациональных отношений. 71. Двоюродный брат племянницы мужа троюродной сестры для казаха – близкий родственник. Вообще в Казахстане очень ценятся родственные связи. Многие с легкостью могут назвать своих предшественников до 7-го колена. 72. Самая высокая от уровня моря телебашня в мире Коктабе находится в Алматы. Эта башня также является одним из самых сейсмостойких сооружений в мире. 73. В Астане построены самые крупные здания в мире шатровой и сферической формы. Самым большим шатром является торгово-развлекательный центр Хан-Шатыр, а самым большим шаром – сфера Нур-Алем, или Музей будущего, расположенный на территории проведения выставки Экспо 2017. 74. Казахстан входит в десятку стран в мире по экспорту зерна и муки. Казахстанское зерно экспортируется более чем в 40 стран мира.
75. Аэропорт на казахском языке будет «Уезжай». 76. Казахстан – светское государство, однако большая часть населения исповедует ислам, далее следуют православные христиане, протестанты и другие. 77. В Казахстане стараются соблюдать ПДД. Переход пешехода на красный свет крайне редок. Водители всегда пропускают пешеходов. 78. Природа в Казахстане очень-очень разнообразна и полна контрастов. Здесь можно увидеть и высокие горы, и обширные пустыни, и необъятные степи. Флора и фауна страны удивляют редкими видами растений и животных. Любоваться пейзажами можно бесконечно. 79. Казахстан имеет 3 часовых пояса. 80. Казахстан использует кириллический алфавит, но к 2031 году должны полностью перейти на латиницу. 81. Казахстан считается одним из самых толерантных государств мира. 82. В некоторых регионах зима длится от 4 до 6 месяцев в году. 83. В Казахстане расположена самая высокая дымовая труба в мире. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Железобетонная конструкция общим весом 60 тысяч тонн, устремившаяся к небу на 420 метров, принадлежит Экибастузской ГРЭС-2. 84. В Казахстане нет митингов. А если и случаются, то они быстро ликвидируются. 85. Каргалжинский заповедник, который находится в Казахстане, самое северное место в мире, куда прилетают розовые фламинго. Численность птиц достигает 25-35 тысяч. Заповедник входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 86. Практически в каждом городе есть вечный огонь или парк Победы. 87. Национализм не наблюдается. Однако, если вы не казах, устроиться на государственную службу будет сложнее. 88. Традиционные дома казахских кочевников известны как юрта и представляют собой складной шатер с деревянной рамой, покрытой войлоком. 89. Многие верят, что в Казахстане до сих пор все живут в юртах и пасут баранов. Это очень глубокое заблуждение. 90. В ноябре 2006 года Нацбанк РК провел конкурс на рисунок символа тенге. На конкурс было представлено 30 тысяч рисунков, и авторы утвержденного варианта получили премию в размере 1 миллиона тенге, что по действующему на тот момент курсу составляло около $8000 и еще 5000 от банка Альянс. Скандал разразился, когда обнаружилось, что новый символ казахстанской валюты ничем не отличается от символа японской почтовой службы, существующего уже более 120 лет. 91. По оценке Всемирного банка, Казахстан входит в 20 стран мира, наиболее привлекательных для инвестиций. По объему прямых иностранных инвестиций на душу населения Казахстан занимает первое место в СНГ и опережает ряд стран Восточной Европы. 92. В степях и пустынях Казахстана легко можно встретить диких верблюдов и лошадей. 93. Казахстан занимает первое место среди стран СНГ по развитию информационных технологий. 94. Казахстан занимает 17-е место среди стран в мире по добыче нефти. Основная добыча углеводородов в Казахстане сосредоточена на 3 крупнейших месторождениях – Тенгиз, Карачаганок и Кашаган. 95. Казахстанский каньон Чырын, находящийся в 200 километрах к востоку от Алматы и протянувшийся на 154 километра вдоль реки Чырын, часто сравнивают по красоте и уникальности с Гранд-каньоном в Колорадо, США. 96.
Самое известное в мире блюдо казахской кухни – бешбармак в переводе означает «пять пальцев». Его готовят из разных сортов мяса, говядины, баранины или конины. 97. В некоторых регионах Казахстана до сих пор практикуется кража невест. Иногда добровольно по обоюдному согласию, а иногда принудительно. 98. В Казахстане сосредоточена пятая часть мировых запасов урана, благодаря чему страна занимает первое место в мире по его добыче. 99. Национальный музей Республики Казахстан – самый крупный и самый молодой музей в Центральной Азии. Он входит в десятку крупнейших музеев мира. 100. Казахстан – первая страна из советских республик, которая погасила все свои задолженности в 2000 году перед МВФ. Имеется в виду долг, накопленный после 1991 года как самостоятельного государства. Долг СССР выплачивала Россия. 101. Где перед развалом СССР построили огромный аэропорт, который сейчас почти все время темный и пустой и принимает 3 рейса в день. А ночью там можно снимать фильмы про апокалипсис. Где? В Караганде. 102. Астанинский театр оперы и балета «Астана-опера» считается одним из лучших театров мира. 103. Кино в Казахстане показывают на русском языке. Только крупные премьеры дублируют на казахский язык. В некоторых кинотеатрах можно посмотреть кино на английском языке. 104. Торгово-развлекательный комплекс Хан-Шатыр, который находится в столице Казахстана, является самым большим шатром в мире. Архитектор сооружения – Норман Фостер. Также центр входит в десятку лучших мировых эко-зданий по версии журнала Forbes, став единственным зданием со всего пространства СНГ, которое журнал счел возможным включить в свой хит-парад. 105. Средняя зарплата в Казахстане составляет 300 тысяч тенге, 57 тысяч рублей. 106. Велоспорт является третьим по популярности видом спорта в Казахстане. Государство активно развивает и поддерживает велодвижение. Проводятся веломарафоны, строятся велобаны и велодорожки. В Астане и Алматы действует система велошеринга. На специализированных велостанциях, используя карточку, можно взять в прокат велосипед. Первые полчаса бесплатно, так что можно бесконечно ездить от станции к станции, не заплатив абсолютно ничего. 107. Гонщики казахстанской велокоманды «Астана Про Тим» трижды занимали первые места в генеральной и 1 раз в командной классификации велогонки Тур де Франс. К слову, ежегодный бюджет команды «Астана» составляет 15-17 миллионов евро. 108. Каждая третья пуля во время Великой Отечественной войны для советских войск была выплавлена в Казахстане из казахстанского свинца. 109. Казахская свадьба включает в себя множество традиционных обрядов, таких как сватовство, кудалык, выкуп невесты, калым, приданое, кыс-езюи, проводы невесты, кыс-узату, встреча в доме жениха, беташар. Современные казахские свадьбы сочетают в себе древние традиции с новыми элементами. Калым часто заменяется денежным эквивалентом, а в приданое могут входить квартиры и бытовая техника. Свадебные торжества, которые раньше длились несколько дней, теперь обычно проводятся в 1 день, но сохраняют такие обряды, как песенное состязание жар-жар и обряд знакомства невесты с родственниками мужа уйкрсету. 110. Многие казахстанские деревни переименовывали. С городами поступают аккуратнее, стараются полностью не менять названия, а просто адаптируют на казахский язык. Например, Кокчетав, Кшетау, Кустанай, Костанай, Семипалатинск, Семей, Усть-Каменогорск, Скемен и так далее. 111. В Казахстане очень популярен бокс. В наибольшей степени это связано с тем, что занятие единоборствами не требует значительных финансовых вложений.
Достаточно небольшого помещения и минимальной экипировки. Поэтому в любой глубинке, где и проживает большинство казахов, можно открыть секцию бокса, борьбы или дзюдо. Так сказать, дешевизна спортивных единоборств стала одной из главных причин того, что на занятия именно ими ориентирована основная масса детей в провинции. Разнообразие в плане выбора вида спорта есть только в крупных городах. 112. Казахстанский боксер Геннадий Головкин считается одним из лучших боксеров современности. Головкин побил рекорд Майка Тайсона по количеству досрочно завершенных поединков. 113. Казахстанцы очень любят мясо. 114. День защитника Отечества в Казахстане отмечается 7 мая. 115. В Алматы на горе Коктабе установлен памятник The Beatles. Памятник английской рок-группе The Beatles установлен в Алматы на горе Коктабе 15 мая 2007 года. Скульптура сделана из бронзы, ее автор Эдуард Казарян. На композиции Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон изображены стоя, а сидящим изображен Джон Леннон с гитарой в руках. При желании можно сесть рядом со статуей музыканта и сфотографироваться с ним в обнимку. Из динамиков постоянно звучат песни The Beatles. Памятник был установлен после согласования с правообладателем бренда The Beatles и получения разрешений от Пола Маккартни и Ринго Старра. 116. Работать в Казахстане принято не очень упорно. Можно сказать, что соблюдается тот самый work-life баланс, но на восточный манер. Пить чай, разговоры вести. Авторитарный стиль управления преобладает. Есть люди, которые работают много, но их редко повышают и двигают по службе, потому что самое главное основание для получения хорошей должности, увы, кровное родство. Только если обычное кумовство ограничено, ну пусть максимум троюродной роднёй, то у казахов принято считать до 7-го колена минимум, до 10-12 колена в нормальной ситуации. Ну а так сказать, белая кость считает свое происхождение чуть ли не от Чингисхана. Теперь представляете количество родни, которой нужно помочь в этой жизни? Вторыми в этой очереди идут ДОС, друзья-приятели, ну а работящие лошадки в конце очереди. Можете прикинуть, каковы шансы получить хорошую работу с улицы или потом продвинуться в компании. 117. В 2014 году президент Казахстана выступил с инициативой о переименовании страны в Казак-Еле, по его мнению. Это избавило бы страну от окончания «стан», которое оказывает негативное влияние на имидж Казахстана и ассоциирует республику с группой нестабильных государств, таких как Пакистан, Афганистан, Узбекистан и так далее. 118. В Астане нет бездомных собак и кошек, но зато можно встретить зайца, сову и даже андатру. 119. В Казахстане развито скотоводство. Скот – самая твердая валюта, особенно лошадь. 120. Республика Казахстан очень многонациональна. Почти каждый месяц можно сходить на всевозможные тематические вечера. 121. Новый год здесь празднуют дважды и вполне официально. Первый раз 31 декабря, по-казахски «Жана жил» Новый год. Приходит под елку Аяз Ата, Дедушка Мороз. Второй раз – Наурыз. Наурыз – древний праздник зороастрийской культуры, отмечается 20-22 марта, в день весеннего равноденствия. На этом я бы хотел закончить это видео со 121 интересным фактом о Казахстане, который мало кому известен. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Очень много казахов воевало на фронтах Великой Отечественной войны. Плечом к плечу с братьями-славянами. Много предприятий перевезли в Казахстан. Все для фронта, все для победы. До сих пор можно видеть, как обнимаются ветераны на 9 мая, вне зависимости от национальности.
Вот таким у нас получился 121 интересный факт о Казахстане, который мало кому известен. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.